Вывод российских войск из Украины. В Москве говорят, что Трамп может повторить судьбу Кеннеди, а в Беларуси судят людей за так называемое оскорбление Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Бизнес на войне. Жители Курской области жалуются на массовое мародерство, которым промышляют свои же. Как власть пытается закрыть рты недовольным. Усталость Зеленского и обеспокоенность выборами в США. Кто и почему заговорил о выводе войск с территории Украины? Опасное приближение. В Донецкой области идет бой за важный для Украины город. Мониторинговые каналы призвали не лгать об обстановке на фронте. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Тяжелая ситуация и одна из решающих битв этой осени. Украинские мониторинговые каналы, военные аналитики и СМИ пишут об ухудшающейся обстановке вокруг города Курахово в Донецкой области. Аналитики Deep State, которые ежедневно рассказывают о ситуации на линии фронта, пишут, что в последние дни усилилось давление оккупантов на Курахово, населенный пункт, который является главным логистическим хабом украинских войск в южной части Донецкой области. И это давление наблюдается практически со всех сторон. Там россияне с помощью FPV-дронов охотятся за логистикой ВСУ. Кроме того, на этом участке фронта задействовано большое количество живой силы армии РФ. Аналитики Deep State пишут о ситуации на других участках фронта, и их вывод звучит так. Пока это масштабное видение развития событий, которые могут сложиться вокруг Курахова, и противник не собирается останавливаться. Как будет развиваться обстановка, покажет только время. Но хочется еще раз повторить и подчеркнуть. Ложь погубит нас всех. Ситуация вокруг утраты Селидова тому пример. Россияне массово заявляют о фактах мародерства в Курской области, на территории, которая близка к линии фронта и на которой не было солдат ВСУ, что могло бы быть выгодно российской пропаганде. То есть намекают на то, что квартиры и дома стали лакомым куском для своих же сограждан, в том числе для российских военных. На курском телевидении об этом даже вышел сюжет. В материале говорилось, что жители Курской области, которые выехали из региона с началом боевых действий, теперь находят на сайтах продаж свои вещи, в частности, бытовую технику, которую кто-то вытащил из домов и теперь продает. Тем временем власти региона отрицают факт мародерства, а информацию в СМИ называют украинским вбросом. Интересно, но даже под опубликованным сюжетом разгорелась целая дискуссия. Мой дом тоже был разграблен, и это факт. В нашем поселке, слава богу, нет ВСУ и не было. Тогда вопрос «кто?». Если военная полиция утверждает, что мародерства нет, тогда хотелось бы узнать «кто?». И была бы очень рада, чтобы в мой дом вернулось награбленное имущество и восстановлены входные двери и шкаф, в котором были сорваны двери. Такая же точно ситуация. Вынесена, украдена, сломана. Извини за подробность, в душевой кабине насрано. Кролики просто убиты и валяются. ВСУшников не было за 5 километров. Нижнемахово. В сети также появляются кадры, как выглядят населенные пункты Курской области, в которых находились лишь российские войска. Что думаете о таком так называемом освобождении россиян от их же имущества соотечественниками? Поделитесь своей точкой зрения в наших комментариях. Уже в следующем году Украина и РФ столкнутся с определенными трудностями на поле боя. По оценкам Пентагона, у Киева достаточно солдат, чтобы воевать еще от 6 до 12 месяцев. После Украина столкнется с острой нехваткой людей. Москва же столкнется с нехваткой радаров, бронированных машин и так же, как Украина, нехваткой войск. О негативных сценариях для сторон пишет New York Times. Кроме того, авторы издания уточняют, что для Украины наиболее важное ближайшее событие произойдет не на поле боя, а на избирательных участках в Соединенных Штатах. Ведь Трамп и Харрис совершенно по-разному смотрят на будущее американской поддержки. New York Times пишет и о настроениях в Киеве. Там уточняют, что американские официальные лица после встречи с Зеленским поняли, что он выглядел измученным и напряженным, обеспокоенным выборами в США и ситуацией на поле боя. В
Киеве озвучили условия завершения войны, на которые готова Украина. Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что речь идет о справедливости, соблюдении международного права и нерушимости границ Украины. Кроме того, есть еще ряд требований. Эти сигналы были отправлены Кремлю. Речь идет о выводе войск. Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины, отмена незаконных аннексий, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, восстановление свободы передвижения. Это требование не только Украины, это требование международного права. В то же время немецкое издание Die Zeit акцентирует внимание на том, что сейчас между РФ и Украиной ведутся переговоры на разных уровнях при посредниках и, возможно, не всегда за одним столом. Авторы публикации вспоминают, что переговорный процесс, например, ведется для обмена пленными. Кроме того, в разное время этой большой войны и Киев, и Москва имели контакты по зерновому соглашению. Кроме того, были переговоры между советниками по безопасности стран G7 и Украины. Упоминаются также мирные конференции и другие мероприятия, где так или иначе обсуждалось завершение войны. Die Zeit пишет, далее цитата, «Дело уже давно не в том, будут ли переговоры, а в том, когда и как». Напомню, что буквально на этой неделе в Financial Times писали, что Украина и РФ ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. После публикации обе стороны опровергли эту информацию. Но о том, что такие переговоры могут быть непубличными и ведутся ли они действительно, мы поговорили с Игорем Чаленко, политологом и главой Центра анализа и стратегий. Но мы должны понимать, что никогда во время войны точных подробностей таких переговоров не будет в СМИ. Это не публичная часть. Но в то же время когда сливается информация о таких переговорах, очень часто это происходит с целью манипулирования и давления на одну из сторон, ну и в данном случае в том числе и на Украину. Но тем не менее понятно, что какими бы ни были результаты вот таких скрытых и консультаций, и договоренностей на разных уровнях, все равно, что касается внешней работы, публичной работы, что касается переговорного трека, например, организации глобального саммита мира, второго глобального саммита мира, что касается усиления поддержки Украины с точки зрения предоставления больших возможностей для сил обороны. Понятное дело, это ничего не ставится на паузу, наоборот, Украина ставит целью достичь справедливый мир. А как вы считаете, сможет ли мировое сообщество добиться того, чего требует Украина, опираясь на международное право? Речь о выводе российских оккупационных войск с территории страны. Напишите свое мнение в комментариях. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Москве заговорили об убийстве Трампа. Республиканца могут лишить жизни выстрелом в голову и прилюдно, намекает Медведев. Кто именно это сделает, или же это планы самого заместителя председателя Совбеза РФ, он не уточняет. Медведев говорит, что выборы в США ничего не изменят для России. Он критикует и Камалу Харрис, и Трампа. Бывшему, а возможно и будущему президенту Соединенных Штатов не удастся остановить войну, пишет Медведев. А если он попытается это сделать, то может стать новым JFK. Так называли 35-го президента США Джона Кеннеди. Подуставший Трамп, выдающий банальности типа «я предложу сделку» и «у меня отличные отношения с...» также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить ни за день, ни за 3 дня, ни за 3 месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK. Кстати, Медведев называет войну войной, а не так называемой СВО. Напомню, что слово «война» было криминализировано в России после 24 февраля 2022 года. Тех, кто употреблял в публичном пространстве данную формулировку, наказывали, как правило, по статье о так называемой дискредитации армии РФ. Молдова выбирает президента. В воскресенье в стране стартовал второй тур выборов. Традиционно на этом этапе за кресло борются 2 кандидата. Это нынешняя президент Майя Санду и ее оппонент Александр Стояногло.
который в первом туре президентских выборов получил практически 26% голосов против 42 Санду. Санду считается лидером прозападного фланга молдавской политической сцены. Свою кампанию она построила вокруг едва ли не единственного зримого достижения своего первого президентского срока – сближения Молдовы с Евросоюзом, пишет BBC. В то же время авторы публикации уточняют, что Александр Стояногло также называет себя сторонником европейской интеграции Молдовы. И в то же время ряд его заявлений был поводом для критики. В частности, Стояногло говорил о готовности к переговорам с Путиным или о желании возобновить авиасообщение между Молдовой и Россией. Санду называет своего оппонента человеком Кремля. Кстати, в Кишиневе неоднократно заявляли о том, что РФ сейчас вливает огромные средства для того, чтобы сфальсифицировать результаты выборов. Рейтер уточняет, что Кремль попытается сорвать зарубежное голосование. Анонимный источник также сообщил агентству, что избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут подвергнуться сбоям, в том числе с использованием ложного минирования. О важности этих выборов и их возможных результатах мы также поговорили с главой Центра анализа и стратегии, который следит за мировыми политическими процессами. Даже если Майя Санду сможет, вопреки тому серьезному внешнему давлению, одержать победу, сегодняшняя ситуация конструирует и программирует результаты будущих парламентских выборов уже в 2025 году. И это действительно очень серьезные риски для того, чтобы, во-первых, в Молдове взяли первенство реваншисты, а во-вторых, конечно же, вопрос дальнейшего геополитического будущего данной страны. Поэтому, конечно же, мы с тревогой наблюдаем за тем процессом, и результат еще нужно будет защитить. В Беларуси очередная расправа за неправильно сказанное слово в адрес Лукашенко. На этот раз по делу о так называемом оскорблении и клевете на самопровозглашенного будут судить пенсионерку Анну Стражевич из Солигорска, сообщает правозащитный центр «Весна». Кроме того, женщину обвиняют в оскорблении милиционера, грубом нарушении порядка и так называемом содействии экстремистской деятельности. Правозащитники уточняют, что заседание состоится уже 14 ноября в суде Минского района. Анна Стражевич была задержана 18 декабря 2023 года. Суть обвинений неизвестна. «Весна» уточняет, что Анна часто писала письма политзаключенным Беларуси. Напомню, что накануне Лукашенко заявил, что в Беларуси действительно есть диктатура, но назвал ее диктатурой стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Как ранее рассказывала команда Нехта, в белорусских колониях на данный момент находится как минимум 1300 политзаключенных. Сотни тысяч человек были вынуждены уехать из страны из-за действий режима Лукашенко. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.